Это канал Hi-Fi Energy. Всем привет! Сегодня не совсем обычный видеообзор. Сегодня на тесте трехполосная напольная акустическая система Cobalt 820 компании Focal. Эта акустическая система была очень популярна. Выпускалась она достаточно давно, с 1998 по 2005 год. Ко мне обратился владелец этой акустической системы с просьбой решить проблему. На одной из колонок перестал работать твиттер, а на другой колонке отвалился пылезащитный колпачок. Сейчас я его отвалю. А и второй тоже. Отвалился, конечно, один колпачок, а второй мне пришлось уже колпачок демонтировать самостоятельно. Почему я это сделал, я расскажу позже. Многие говорят, что вот раньше делали все лучше. Электроника лучше, акустика лучше. Так что сегодня будет возможность проверить, насколько это утверждение верно. Кроме того, была поставлена задача привести колонку в такое состояние, чтобы ее звучание было лучше, чем она звучала 20 лет назад. Задача достаточно сложная, но я попробую ее решить. Для меня эта модель еще интересна тем, что когда выпускали Cobalt 820, я работал в компании, которая поставляла продукцию Focal на российский рынок. Я очень часто был на заводе Focal, познакомился с производством динамиков, с производством акустических систем. По своей работе я постоянно встречался с руководящим составом компании, с инженерным составом, с сотрудниками компании. Но главное для меня, конечно, была встреча с президентом компании Focal, с Жаком Маулем. Причем это были встречи не только формальные, но и в неформальной обстановке. Отличная организация производства, высокое европейское качество, открытость компании, технологии – это главная изюминка компании Focal, главная ее особенность. Cobalt 820 – это напольная трехполосная акустическая система конструкции корпуса фазоинвертора. Корпус изготовлен из МДФ и окрашен. В нижней части корпуса установлены два 180 мм низкочастотных динамика. В верхней части корпуса установлен среднечастотный динамик размером 125 мм. Отличительной особенностью Cobalt является использование диффузоров из целлюлозы с нанесением на поверхность диффузора демпфирующего керамического слоя. Между вуферами и среднечастотным динамиком установлен твиттер. 25-мм купол сделан из алюминия с покрытием тиоксид. Это позволяет улучшить внутреннее демпфирование и уменьшить резонанс на частоте 21 кГц. Под вуферами установлен порт фазоинвертора с достаточно маленьким отверстием. Снизу расположен сзади терминал для подключения акустических систем к усилителю. Колонки можно подключить по схеме биампинг, биваринг или обычным акустическим кабелем. Многих любителей аудио интересует не только то, что находится снаружи колонки, как установлены динамики, но и что находится внутри, как сделаны колонки, какие использованы технологии. Сначала, конечно, хочу остановиться на гриле. Гриль здесь сделан на основе МДФ-панель. Крепление на клипсах. Раньше, в принципе, только такое вот крепление и было. Но современная тенденция – это крепление грилей на магнитной основе, то есть ставятся магниты. На мой взгляд, это значительно, конечно, лучше. То есть легко можно снять решетку, решетку легко можно поставить. На клипсах, к сожалению, со временем происходят некоторые проблемы. Пластик высыхает и очень тяжело становится демонтировать передний гриль. Среднечастотный динамик установлен в корпусе в виде цилиндра. Решение, на мой взгляд, конечно, спорное. Я вот хочу показать, как влияет корпус на АЧХ. То есть цилиндр – это один из самых неудачных, я бы сказал, решений, но мне кажется, здесь производители пошли именно на цилиндр, потому что, во-первых, он является
дополнительные точки опоры, кроме вот 3 брусочков, которые есть. И технологически все-таки это проще, потому что лучшая, конечно, форма может быть это шар, но выполнить шар там внутри, вставить корпус, это сразу удорожает резко конструкцию. С другой стороны, уйти от этой проблемы позволяет перенабивка корпуса специальным акустическим синтепоном. Материал, который использовался для среднечастотного динамика, он больше, конечно, подходит для мидбаса и бас, то есть очень хорошо устраняет вибрации, хорошо устраняет стоящие волны вот где-то до 300-500 Гц. Отлично работает. То есть материал, который использует вокал, в принципе, за все вот годы он так и не изменился. Значит, вот так здесь не очень красиво все выглядит, потому что поленились прорезать окошки для брусочков и поставить шумоизоляцию на место. На втором корпусе я уже все это сделал прорези, все стало красиво. Здесь я уже переустановил 2 динамика, новый стоит твиттер, стоит проверенный среднечастотный динамик, и набивка здесь уже выполнена как положено. Материал, который остался от среднечастотного динамика в корпусе, я, естественно, использовал для установки этих пластин сверху и снизу, и это здорово очень помогло, то есть избавиться от резонансов на 160-150 Гц, то есть вот все стало чисто. 2 графика можно сравнить и посмотреть разницу, как было и как стало, то есть результат стал значительно лучше. Многие, конечно, слышат этот гул, бегут за волшебными проводами, нано-разъемами, но проблема совсем в другом, все значительно проще. Достаточно устранить вот эти нюансы, и звучание становится совершенно другим в области мидбаса. А это очень слышимый диапазон. Корпус. Корпус изготовлен из МДФ, передняя панель окрашена черной и под дерево вот, боковые поверхности. Толщина панели. Как всегда проверяем. Специально ставлю бумажку, чтобы не царапать корпус. И проверяю. — 20 мм. В принципе, результат не самый лучший, но не самый худший. А теперь надо будет проверить, естественно, стеночки. Тоже сейчас эту красивую бумажечку наклею. — 32 мм. И, соответственно, вычитаем часть вот эту, которая торчит, 12 мм. То есть 20 мм. Зато стенки здесь хорошие. В основном стараются стеночки ставить потоньше, там 16-18 мм. Здесь все 20. Фронтальная панель, боковые панели, все стоит по 20 мм. Но, как я говорил, жесткость добавляет еще цилиндр. Так, с этим, пожалуй, что все. Теперь я хочу показать динамики. Хотя нет, еще не все. Важное еще замечание – это крепление динамиков не на саморезах, а с помощью винтов. Это очень важно. То есть есть возможность, по крайней мере, хотя бы 2-3-4 раза спокойно посмотреть, что внутри, сделать, предположим, тюнинг колонки и так далее. На саморезах пока новые МДФ, все хорошо, но со временем саморезы просто будут вываливаться. Если несколько раз их вот перезакрутить, то становится соединение не очень надежным. Так, с этим все. Сейчас я покажу динамики. А это динамики, которые установлены в акустической системе Cobalt 820. В нижней части установлены 2 низкочастотных динамика размером 180 мм. Корзина у динамика литая. Диффузор изготовлен из целлюлозы. И для лучшего демпфирования используется керамическое покрытие. Очень большая звуковая катушка. Размер катушки 40 мм. Мягкий подвес. Спайдер установлен в закрытой камере, окошек нет. Соединение проводов с клеммной площадкой, с кроссовером, при помощи паек. Сейчас используются переходные клеммы. То есть это, конечно, правильно, это очень хорошо. Второй динамик.
Второй динамик, здесь провода я уже подпаял. Для того, чтобы лучше провода крепились к площадке, я дополнительно одел термотрубочки. И вот прокладочка. Значит, большая часть прокладки установлена нормально, но это абсолютно ни о чем не говорит, потому что примерно 1/3 прокладки находится внутри корпуса. То есть это видно, что 1/3 прокладки абсолютно новенькая. Ну, соответственно, это на звук влияло не самым лучшим образом. То есть это может вызвать подгуживание, всякие призвуки и так далее. То есть это, конечно, не очень хорошо. Среднечастотный динамик имеет, как мы видим, тоже литую корзину. Очень мощная магнитная система. Проводочки, ну, так все подпаяны. Поближе я потом покажу. Все надо, конечно, переделывать. Не очень хорошо. Высокочастотный динамик установлен между среднечастотным динамиком и вуфером. Этот динамик мне придется менять, потому что второй динамик, он, к сожалению, вышел из строя, поэтому вместо него я буду ставить тоже динамик от серии Cobalt, но только с буковкой S. На самом деле этот динамик серии S, он лучше. Очень много идет разговоров, чем же лучше динамик, который имеет вогнутый купол. То есть фокал — это вот их вот такая эффектная фишка. Сейчас я разберу этот динамик, покажу звуковую катушку, и больше вопросов, я думаю, уже не останется. То есть вопрос будет снят. Я отсоединил фланец твиттера от магнитной системы, теперь можно фланец демонтировать. Это магнитная система. Вот так она выглядит. В центре магнитной системы видна демпфирующая подушечка. Она помогает сделать АЧХ более линейной и устранить резонансы. Магнитную систему я пока убираю, она не нужна. Теперь можно сравнить, чем отличается фокал, вогнутый купол, и, соответственно, обычный твиттер, обычный купол. Я их переворачиваю, я думаю, теперь видно отличие. Обычный купол – это большая катушка. Крепление катушки идет на стыке соединения, где заканчивается купол, и начинается подвес. Вот в этом месте приклеивается катушка. У фокала катушка поменьше. Собственно говоря, поэтому они используют металлический купол. Катушку можно хорошо закрепить не на тканевом, а на металлическом куполе. Это позволяет, соответственно, меньше терять энергию на краю соединения, там, где соединяется купол и подвес. Соответственно, такая система способна отдать на 3 дБ больше. Амплитудно-частотная характеристика она не отличается от обычного твиттера, каких-то либо других отличий нет. Главное — это более эффективная система. Так что тайна теперь раскрыта. Вот, собственно говоря, отличие в том, что фокал, твиттер-фокал с такой конструкцией, они более эффективны. Сейчас я перехожу к следующей части проверки акустической системы. Я буду поочередно подключать обе акустические системы к станции для того, чтобы проверить, как работает один и второй кроссовер по напряжению, соответственно, в диапазоне низких, средних и высоких частот. Мне это позволит проверить, во-первых, акустическую систему, все-таки прошло очень много времени, и выработать в дальнейшем решения, которые позволят выровнять амплитудно-частотную характеристику обеих колонок практически в ноль, но вот задача стоит не более 1 дБ. И сделать, как я помню, звучание, которое соответствует новой колонке и даже лучше. Сейчас я включаю станцию и, соответственно, смотрю, как ведет себя колонка, поведение колонки. Есть ли какие-то призвуки? Станцию я включил. Задача сейчас у меня следующая – это проверить, есть ли какие-то призвуки, потому что когда я проверял систему, проверяя импеданс, конечно, это не позволяет полноценно проверить колонку, потому что очень маленький ток идет через систему. Сейчас он вышел.
Итак, частота уже приближается уже к 5 кГц, уже слышно активно, что система работает. Пока не видно, конечно, как ведет себя кривая, потому что, во-первых, у меня подключен низкочастот. Стоп! Первый неприятный призвук – это на 3 кГц. Вот я об этом и говорил. И, соответственно, вот теперь уже видно, как начинает работать кроссовер в низкочастотной части. Кривая идет наверх, наклон ее должен, и похоже, составляет 12 дБ на октаву, что как раз и соответствует заявленным параметрам. Но интересно, конечно, посмотреть не только, как она ведет себя внизу, а это вот точка кроссовера, то есть как это все идет наверху. Какая добротность кроссовера. Это все очень важно для того, чтобы в дальнейшем правильно настроить систему. Видно, да, что вот наверх уже ушел горб, то есть здесь добротность контура достаточно высокая, то есть явно больше единицы. Есть некоторые призвуки, вот, к которым надо будет сейчас вернуться. Что это такое? Это где-то 200-150 Гц и в самом низу. Это 30 с небольшим Гц. Итак, измерение завершено, но я хочу уточнить работу колонки, поэтому я сейчас включаю отдельный генератор. Начинаю подавать сканирование сигнала с самой низкой частоты, но это 10 Гц. Включаю, соответственно, систему. Видно, что динамики начинают работать. И постепенно увеличиваю рабочую частоту. Пока идет медленно, 12-13 Гц. И внимательно отслушиваю систему. Да, внизу тоже надо на самой нижней частоте отслушивать. Вот. Первая неприятность слышна на частоте 20, где-то 8-29 Гц. На самом деле такой частоте, конечно, слышать не могу. Это явно какая-то гармоника, значит, где-то что-то болтается, трясется. Передние панельчик пока ничего. А вот они, вот. Это два отверстия, и, скорее всего, прокладка, да. Это привет от прокладки. Вот неправильно установленная прокладка, конечно, будет окрашивать звучание. Но, естественно, все винты должны быть затянуты хорошо, потому что иначе будет вибрация динамиков, и это не позволит нормально слушать музыку. Идем потихонечку наверх. Частота увеличивается, напряжение, естественно, остается постоянным, оно не меняется. В районе 150 Гц что-то слышно. Опять. Это вот отсюда идет призвук. То есть втулка, конечно, тоже себя проявила. Ее надо будет нормальным образом закрепить. И была проблема где-то в районе 3 кГц. Надо сейчас уточнить, что это такое. Вот он, 2,7, 2,8. Свистящее, кипящее звучание. Это явно где-то от твиттера. Так, все понятно. Мы, кажется, теряем нашего друга. То есть разваливается подвес. Динамик надо менять. Правда, это было в планах. Но теперь уже однозначно. Далее нет смысла ничего уже слушать, проверять, потому что динамик придется менять. Сейчас я выключаю станцию. И следующее, то, что я хотел сделать, это, конечно, уже подключить, как я говорил, среднечастотный динамик и высокочастотные динамики обеих колонок. Потому что по одной колонке, конечно, ничего сделать нельзя. Коль стоит задача сделать все в ноль, работа должна выполнена быть должным образом.
Ну а сейчас, соответственно, переходим к графикам, к измерениям. Первый график – это график педанса, левой и правой колонки. На графике видно, что в очень большом диапазоне частот от 80 Гц до 400 Гц. Импеданс опускается вниз, нижняя точка 3 Ома. Это плохо, если, например, усилитель имеет недостаточно мощный блок питания, это может привести к искажениям сигнала, это может привести к клиппингу, а клиппинг, соответственно, может привести к выходу твиттера из строя. Второй проблемный участок – это от 1,8 кГц до 3 кГц. Импеданс также опускается ниже 4 Ом. На графике я хочу показать одну еще проблему. Это вот на той колонке, где твиттер вышел из строя. В этом случае уже кроссовер работает как режекторный фильтр, и импеданс проваливается вниз до 2 Ом. Если выходит динамик из строя, надо сначала устранить неисправность, потом уже прослушать, потому что вот такая неисправность может привести к еще большим проблемам. Второй график импеданса, соответственно, красная линия, красный график – это то, что было, и синий – это уже скорректированный кроссовер, соответственно, с новой набивкой уже ящика мидбаса. Это исправление, соответственно, проблем, которые были в низкочастотной области 150-160 Гц. Разница очевидна. Эта колонка уже может работать с любым практически усилителем. Кроссовер. Кроссовер сделан на очень большой плате. Вероятно, первоначальная версия кроссовера была вот с заполнением всех абсолютно окошек, всех мест, но потом вот решили упростить, оставили минимально возможное количество деталей. Но мне эта плата пригодилась, потому что удалось вот очень плотно, но все разместить на одной плате. Все компоненты. Это схема Cobalt 820. В верхней части, там, где стоит динамик К1, видно, что кроссовер, соответственно, хай-пасс, фильтр высоких частот, классический кроссовер, фильтр третьего порядка. С левой стороны два параллельно соединенных динамика К3, К4, стоит фильтр второго порядка. В нижней части кроссовер среднечастотного динамика. Здесь можно отметить то, что, соответственно, в левой части это high-pass, используется фильтр второго порядка, и low-pass с правой стороны, соответственно, фильтр. Это фильтр третьего порядка. Это необходима вот такая компоновка, такая схема для того, чтобы нормально согласовать низкочастотные динамики по фазе и, соответственно, высокочастотная динамика и низкочастотная динамика согласуются тоже очень хорошо. Это график, соответственно, по напряжению. Вот то, что удалось получить, то и удалось получить. На самом деле, если вот посчитать по формулам даже, какие должны быть параметры компонентов, то получается, параметры должны быть совершенно другие. Но тогда стоимость кроссовера резко возрастает. Это низкочастотный динамик уже здесь. Он проверен, уже подпаяны, соответственно, вновь провода. Видно, что мощная литая корзина, и большой магнит, закрытая нижняя часть. То есть вот динамик можно посмотреть, соответственно, вблизи. Вид, соответственно, снизу. Здесь видно, что снизу используется целлюлоза. И, соответственно, верхняя часть, диффузор покрыт керамической крошкой. Это помогает, соответственно, хорошо демпфировать диффузор. Сам динамик по своим характеристикам очень хороший. Я бы обратил внимание на то, что очень гибкий подвес. И вторая особенность – это очень низкая добротность, которая составляет 0,226. То есть для того, чтобы нормально работал вот такой динамик в конструкции фазоинвертор, естественно, учитывали добавочное сопротивление активное. То есть сопротивление катушки имеет 0,8 Ом, это активная часть, которая позволяет в принципе работать
очень хорошо данному динамику в данной конструкции. Среднечастотный динамик. Видно, что проводочки подпаяны, ну так себе, вот кругом там волосочки торчат, с обратной стороны тоже, то есть что-то подпаяли, что-то не припаяли. Конструкция также, видим, рама литая, очень мощный, большой магнит, здесь как бы вопрос по конструкции нет. Все сделано хорошо. Поверхность также демпфируется керамической крошкой. А это очень интересный график. Это график вот, отдельно среднечастотный динамик в корпусе. Видно влияние корпуса на динамик. Сразу хочу сказать, что сам динамик отличный, никаких проблем нет. Здесь уже видно два графика. Первый график это синий, это то, что было. И новая набивка, она, конечно, здесь не удалось полностью решить вопрос, как бы хотелось, из-за конструкции труба, то есть корпус труба, это не самый лучший вариант, но тем не менее очень серьезно удалось почистить проблемные места, и звучание, соответственно, стало лучше в среднечастотном диапазоне. Это АЧХ только среднечастотного динамика в корпусе, подчеркиваю, в корпусе. Вот здесь как раз хорошо видны волны, вот первые 1250, 2,5 и 5. Если бы использовали другой корпус, можно было получить, конечно, значительно более ровный АЧХ. Здесь пришлось решать эту проблему. И второе, удалось бы значительно упростить кроссовер. Можно было бы сдвинуть точку кроссовера, например, на 4 кГц, 4,5. Потребовались бы компоненты конденсаторы меньшей емкости, то есть проблем было бы значительно меньше. Вот сам динамик можно посмотреть. Вот проблем никаких нет. Это теоретическое, реальное измерение. Добротность то, что надо. То есть вот в корпусе у нее где-то будет под 0,7. То есть все как бы хорошо, но вот с корпусом проблемы. Следующее это новый, вот, который поставил Twitter, Cobalt S. Он сделан поинтереснее. Купол у него выполнен, сделан по-другому. Видно, что здесь используется оксидное покрытие. Для лучшего демпфирования используется рифленое покрытие. Используется на краю купола, где соединяется он с подвесом, вот такая насечка, которая тоже позволяет значительно улучшить демпфирование металлического купола. А этот вид сзади, здесь видно, что используется магнитное экранирование, которое, в принципе, сейчас уже не имеет такого значения. А раньше, конечно, когда были обычные телевизоры, и влияние магнитных полей было сильно на кинескоп, необходимо было ставить, но особенно это было важно, конечно, в первую очередь для центрального канала, чтобы было магнитное экранирование. Так что это дань, вот так сказать, старым, так сказать, конструкциям и не более того. Вид сбоку, здесь видно, что фазово выравнивающая пуля, она уже другая, в отличие от Кобальта. В Кобальт 820S используется уже массивная, более такая скругленная пуля, которая считается, что лучше выравнивает фазу. Это эпидан, соответственно, нового твиттера, синий, и зеленый старый. Вот здесь очень важно, что несмотря на то, что твиттер еще работает, видно, что подвес практически уже становится аморфным, то есть он не дает нормально работать твиттеру. Отдача снижается, и можно сказать, что такой твиттер уже отработать долго уже не может. Амплитудно-частотная характеристика. Ну, собственно говоря, вот измерения показали, вот такая была АЧХ на момент, когда поступила колонка в ремонт, обе колонки в ремонт. И это уже АЧХ после замены кроссовера, после того, когда был в порядок приведен корпус среднечастотного звена и решены были проблемы на низких частотах. Вот, собственно говоря, это то, что касается графиков. В акустических системах обычное расположение динамиков следующее. В верхней части устанавливается твиттер, под ним устанавливается среднечастотный динамик, еще ниже вуфер. В некоторых системах, в том числе и Cobalt
820 компании «Фокал» используется другая компоновка. В верхней части установлен среднечастотный динамик, под ним высокочастотный динамик и два низкочастотных динамика под твиттером. Что дает вот такое расположение? При использовании кроссовера несчетных порядков между твиттером и среднечастотным динамиком можно получить очень хорошее звучание по вертикали. То есть нет такой зависимости, не будет зависимости от того, находится слушатель в положении стоя или сидит на кресле. Можно получить достаточно ровное звучание, достаточно ровная амплитудно-частотная характеристика, вне зависимости от положения слушателя. Кобальт 820 особенности. В нижней части установлены два низкочастотных динамика. Это, конечно, очень хорошо, это позволяет получить плотный, мощный бас, но с другой стороны, в точке соединения кроссовера между среднечастотным динамиком и низкочастотными динамиками возникают фазовые искажения, поскольку на частоте там 500 Гц и выше работает одновременно два динамика, что на самом деле очень плохо. В переделанном кроссовере использована другая уже совершенно схема, это 3,5, так называемая 3,5-полосная схема. До 250 Гц работает два динамика. Далее более активная фильтрация идет на нижнем динамике и менее активная 6 дБ на октаву на верхнем динамике. Как итог, удалось уменьшить значительно фазовые искажения и сделать очень ровное соединение двух диапазонов. Особенности конструкции корпуса для среднечастотного динамика, конечно, заставили серьезно поработать над соединением частотных диапазонов, твиттера и, соответственно, среднечастотного динамика. Пришлось, конечно, полностью переделать кроссовер. В результате получился вот такой вот справа кроссовер, совершенно другой. При переделке кроссовера, конечно, приходилось учитывать не только срезы, потому что одно дело считать по формулам, как для резистора, другое дело, когда используется реальная нагрузка, тем более, в общем-то, не совсем ровная ЧХ, например, из-за корпуса. Или учитывать надо добротность. Например, добротность очень низкая на вуферах. И просто так заменять катушку, там, например, с меньшим активным сопротивлением тоже нельзя. К тому же пришлось учесть, что очень серьезно есть проблемы с импедансом, который в очень широком диапазоне просто проваливается. И в высокочастотном диапазоне тоже проваливается. Поэтому пришлось очень серьезно поработать. И эту задачу удалось выполнить. То есть после того, когда были заменены компоненты, была изменена схема, удалось получить практически ровный АЧХ с неравномерностью менее 1 дБ, отличные фазовые искажения. Это импеданс удалось повысить, там, где он уходил вниз. И теперь акустическая система сможет работать практически с любым усилителем. Собственно говоря, вот об этом я хотел рассказать. И еще хотел бы сделать замечание, это подбор компонентов. Подбор компонентов, конечно, приходилось делать очень тщательно. В штатных кроссоверах, как правило, используются компоненты с разбросом 5-10%, но практика показала, что очень много компонентов имеет допуск 15, 17 и 20%. Это очень большие отклонения. В новом кроссовере использованы, конечно, не только расчетные величины, но и с учетом реальной конструкции колонок. Компоненты используются такие, что разброс их не должен превышать 0,5%. То есть реально в двух акустических системах удалось получить ровную амплитудную характеристику с отклонением не более 1 дБ. Но это потребовало, конечно, использования очень тщательного подбора резисторов. Это точная установка индуктивности катушек и точный подбор конденсаторов. Акустическая система собрана, технические тесты завершены и далее прослушивание на музыкальном материале, где удалось выявить один нюанс. В диапазоне нижней середины мидбаса появлялся какой-то грязный звук, грязное звучание. Проверка на станции на синусоидальном сигнале не выявила каких-либо проблем, а вот проверка на узкополосном розовом шуме показала, что в диапазоне 200-350 Гц появлялся
шум. Один из динамиков издавал вот такой-то хриплый звук. Дальнейшая проверка динамика выявила, что внутренняя часть колпачка со временем открылась. Внешне это никак не было видно, на месте был установлен колпачок, на месте стоял. Постукивание не давало каких-то признаков, но тем не менее внутренняя часть колпачка ударялась о диффузор на определенных частотах и издавала очень неприятное звучание. После того, когда колпачок был переклеен, динамик собран, все стало нормально. То есть уже далее никаких проблем не было. Вот, собственно говоря, вот один был нюанс. После устранения неисправности в низкочастотном динамике звучание стало таким, которое оно и должно быть. Широкая сцена, это чистый звук, это вторая жизнь кобальта. И нюансы по установке. Система очень любит большую ширину, так чтобы ширина была, по крайней мере, 2 метра, не меньше. Это правильный разворот вовнутрь, градусов 15-20. И компенсация ослабленных низких частот, это ближе можно установить акустическую систему к стене. Низкие частоты можно таким образом отрегулировать. Порт находится в передней части панели, поэтому проблем с установкой акустической системы нет. На этом обзор завершен. И до новых встреч. Всем пока.